Приветствую, друзья! Сегодня я предлагаю немного отойти от тематики наушников и рассмотреть практически универсальную беспроводную колонку 3-bit Stormbox Micro 2, которая лично мне понравилась реальными 12 часами автономной работы, проверенной в поле защитой от пыли и воды, 9-полосным эквалайзером и действительно интересным во всех смыслах звучанием. Много куда брал ее с собой, одни только положительные впечатления. Первую версию, увы, я не застал, но вторая реально просто космос. О ней сегодня и говорим. Собственно, поехали. Приходит колонка в белой картонной коробке с изображением модели и лозунгом, что хотя она и маленькая по размеру, но большая по звуку. В комплект нам положили довольно внушительную инструкцию и среднего размера Type-C кабель. Именно из инструкции, кстати, я и узнал, что частотный диапазон тут начинается от 70 Гц, а активный 48-мм излучатель позволяет выжать из нее до 10 условных Вт мощности. Судя по картинкам в разборе, внутри еще стоит небольшой пассивный динамик и аккумулятор на 4700 мАч, который реально позволяет использовать устройство до 12 часов кряду. Из важного здесь еще защита по стандарту IP67, поддерживается функция павербанка, и девайс просто восхитителен в походе и для прогулок на велосипеде. По минусам сразу отмечу, здесь нет AUX и слота под карту памяти, но и реагирует колонка с некоторым запозданием. С нижней прорезиненной частью у Micro 2 находится ряд защищенных тканью отверстий, 4 маленькие ножки и эластичный ремешок для фиксации на руле или других сложных поверхностях. Type-C порт для зарядки и функции павербанка нам вынесли на боковую грань, туда, где расположено отверстие микрофона, кнопки включения и коммутации, а также 6 светодиодов состояния. Здесь я бы отметил то, что для включения нужно лишь на секунду зажать кнопку, иначе колонка включится и тут же выключится. Поначалу меня это, скажем так, удивило. Ну и данный девайс способен самостоятельно отключаться в простое. Внешняя часть тут покрыта водоотталкивающей тканью и содержит на себе 3 кнопки управления – минус, плюс и кружок. Первые 2 вполне логично меняют громкость и отвечают за перемотку, а последняя ставит музыку на паузу, вызывает голосовой ассистент и при двойном и тройном нажатии переключает композиции вперед-назад. То есть все наглядно и очень удобно. По габаритам колонка умещается в хват средней мужской руки, весит примерно 300 грамм и не боится никаких погодных условий. Хоть дождь, хоть снег, хоть гололед. По аудиокодекам нам разгуляться, как говорится, не дали. Только базовый SBC. Зато есть отличное фирменное приложение, где можно обновить прошивку на актуальную, сбросить все на заводские настройки, если вдруг что-то заглючит, установить время засыпания и отключить автоотключение, если оно вам не нужно. Из основных же функций тут можно точно узнать заряд аккумулятора, полностью управлять функциями воспроизведения, а также выбрать один из 6 предустановленных пресетов или самостоятельно накрутить себе звук посредством неплохого 9-полосного эквалайзера. То есть, если вам чего-то в звуке не хватает, идем в приложение, эквалайзер, и там все настраиваем на свой собственный вкус. Играет колонка относительно громко, вечеринку с ней, конечно, не устроить, но для небольшой компании или фоновой музыки на посиделках вполне подойдет. На максимуме она не захлебывается, басами не гудит, высокий слух не режет, а серединка ощущается относительно ровной, с неплохой динамикой, выразительностью и теплым таким аналоговым смягчением. Это, естественно, не уровень аудиофилии, но слушается девайс приятно.
приятно. Чувствуется, что над звуком тут хорошо поработали. Хватает и разделения, и деталей, и скорости, и экспрессии. Даже я со своим достаточно тренированным слухом с огромным удовольствием пользовался и вне дома. Не что-то прямо особенное, но приготовлен звук со вкусом и пониманием того, как звучат качественные девайсы. Я бы поставил 3 бит на один уровень с устройствами от Divum. Сколь-либо значительного шума при работе я лично не заметил, а при наличии двух их, конечно же, можно соединить в пару. Есть сейчас под рукой несколько актуальных решений от Tronsmart, так вот, они хотя и сильнее басят, но сам характер звука заметно проще. Реально очень приятное в музыкальном плане устройство. По измерениям у нас достаточно быстрый по скоростным характеристикам импульс и искажения в пике, достигающие примерно 2%, что, как для беспроводной колонки, вполне себе неплохой результат. Да и затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 70 и 150 миллисекундам без сколь-либо значимых возмущений. По АЧХ же имеем предельно ровный график, если, конечно, рассматривать его от заявленных 70 Гц. Низких частот здесь действительно немного, да и какого-то акцента на них производитель не делает, что, как я считаю, полностью оправдано. Девайс просто физически не способен качать басами, а следовательно лучшее, что можно было сделать, заставить этот бас именно играть, то есть звучать в музыкальном смысле. Далее все идет предельно ровно, до пика на 14,5 кГц. У него, как я понял, особый смысл добавлять некоторую такую перчинку в звук, дабы привнести в него воздуха, глубины и легкой такой искристости на верхах. Итогом беспроводная колонка 3-бит Stormbox Micro 2 радует своими компактными габаритами, отличным временем автономной работы, приличной защитой от пыли и воды, удобным эластичным держателем и, естественно, своим реально красивым мелодичным звучанием, без раздражающих цыканий и забивающего все гудящего баса. Настройка тут выполнена, на мой вкус, просто идеально, но в приложении, если надо, можно добавить и баса, выразительности, ну или просто покрутить частоты на свой собственный вкус. Вечеринку с ней, конечно, не устроить, но на фон поставить, прикрепить на рюкзак, ремень или, например, руль – самое то. Мне Micro 2 прямо очень понравилось, брал ее с собой в отпуск и исключительно положительные впечатления на уровне аналогичных моделей от JBL. А на этом у меня все. Это была беспроводная колонка 3-бит Stormbox Micro 2. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем, друзья, добра!